Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, сегодня поговорим про статистику проведения собеседований для победителей лотереи Green Card DV 2021 по разным странам. Видео такого формата не выходило довольно давно, наверное, уже несколько недель. Мы бы хотели выпускать такие видео чаще, но проблема в том, что посольства США во многих странах все еще не работают, а там, где работают, делают это очень медленно, и достаточного количества информации для того, чтобы выпускать видео на эту тему чаще, просто нет. Итак, на данный момент 89 стран уже начали обработку кейсов и рассылают приглашения на интервью. Некоторые из них, например, Алжир, Марокко, Того, Австралия, Грузия, Казахстан и Египет, делают это пусть и не так хорошо, как могли бы, но все равно гораздо лучше, чем другие страны. За последних несколько недель к этому списку присоединились посольства США в Сьерра-Леоне, Бельгии, Израиле и Кении. Но 48 стран, включая Туркменистан, Турцию, Великобританию, Испанию, Россию и Узбекистан, по-прежнему не обрабатывают заявки, и это очень плохо. Более подробную статистику по каждой стране вы можете посмотреть на этих скриншотах. Я напоминаю, это не официальная статистика, но все данные вытягиваются из официального сайта Консульского центра США по электронным обращениям и дополняются данными победителей. Ссылку на источники я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Но многие из уже работающих посольств, кажется, только делают вид, что работают. Так, например, посольство США в Украине еще в начале марта назначило 33 собеседования, и на сегодняшний день цифра не изменилась. То же самое происходит и во многих других странах, например, в Сербии, Литве, Ирландии, Германии, да и в целом почти во всех других. Сравнивая данные этого года со статистикой прошлых лет, не считая прошлогодней лотереи, по которой также ударила пандемия и трамповская прокламация, картина очень печальная. Собеседований проводится в десятки или даже в сотни раз меньше. Повлиять на это самостоятельно никак нельзя. И узнать, когда заработает то или иное посольство до момента, когда это произойдет, тоже нельзя. Но кое-что сделать все-таки можно. Как я уже говорила не один раз, есть много иммиграционных адвокатов, которые ведут те или иные дела для победителей лотереи. Можно вступить к ним в иски, про которые я рассказывала в других видео, ссылки на которые вы найдете в описании. Кроме вступления в иски, можно активно поддерживать их деятельность в Твиттере репостами и лайками. На Западе Твиттер играет очень важную роль, и если на записи, в которой отмечены посольства или государственные чиновники, набирается большая активность, хочешь не хочешь, на это обращают внимание. Ссылки на Твиттер-аккаунты иммиграционных адвокатов и другие страницы, которые так или иначе связаны с лотереей, я оставлю в описании под видео. Несколько минут вашего времени в день помогут привлечь внимание к проблемам, и это действительно может в какой-то момент переломить ход событий. И напоследок, друзья, несколько дней назад нам в комментарии скидывали информацию про коллективные петиции за открытие посольств или перенос интервью для граждан России и некоторых других стран. Мы хотели озвучить эту информацию в наших видео, но случайно удалили все заметки, в которые сохранили ссылки, и теперь не можем их найти. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть информация, которую вы хотите, чтобы мы поделились в следующих видео, пишите ее в комментариях, и мы обязательно это сделаем. Напоминаю, что все видео на нашем канале отсортированы по удобным плейлистам, которые максимально соответствуют тематике видео. Например, вы можете отдельно смотреть только новости или все видео на тему получения визы в США и так далее. Чтобы это сделать, переходите на главной странице нашего канала в раздел плейлистов и выбирайте самые подходящие. А я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.